Друзья, я хотел бы сообщить, что, скорее всего, обзоры на эпизоды второй половины сезона будут выходить по четвергам. Это связано преимущественно с двумя вещами. Первое — это изменение моего дневного расписания. Второе — желание более детально и качественно разобрать эпизод. Я думаю, это не сильная проблема, а обзоры промо к будущим эпизодам будут выходить, как и было ранее, в пятницу. И, скорее всего, Титаны, дебютный сезон которых завершился, будут на постоянной основе заменены обзорами на Стрелу. Но это зависит от того, насколько сильно будет удачным или же неудачным старт сериала Doom Patrol. Всем пламенный привет, друзья! Меня зовут Эстрелос, и в этом ролике мы с вами поговорим о новых деталях второй половины сезона, которые появились в сети с выходом синопсисов к 11 и 12 эпизодам. На данный момент этот ролик носит не более чем теоретический характер, ибо с выходом промо-роликов к данным эпизодам ситуация будет более ясная, и картина всего происходящего будет обретать уже четкий вид. Если вы готовы, то давайте начнем. Стоит отметить, что 9 числа актеры нашего с вами любимого шоу начали по одному возвращаться в Ванкувер, где стартуют съемки 14-го эпизода сериала. В сети также появился снимок Гранта Гастина, на котором он запечатлен в аэропорту, раздающим автографы на игрушках Фанка. Также Том Фелтон в своем инстаграме опубликовал достаточно интересный пост с надписью «Я скучаю по Джулиону. Кто-нибудь еще?». Напомню, что ходила масса слухов касательно возвращения данного персонажа в сериал. Как знать, может быть, таким образом Том намекает на появление своего персонажа в шоу хотя бы на один эпизод. Я будущее, Флэш. Ну ладно, на отвлеченных новостях мы, пожалуй, с вами остановимся. Думаю, сейчас стоит ознакомиться с синопсисом к 11 эпизоду, название которого в красном цвете. Цикада сильно ранит Нору. Во время сражения с Цикадой Нора оказывается сильно ранена. Из-за способности Цикады ослаблять метасилы, быстрая регенерация Норы не работает, что заставляет Барри и Айрис переживать за ее будущее. Опечаленный из-за того, что его ребенок пострадал, Флэш в гневе устраивает жестокий бой с Цикадой. В это время Киллер Фрост вмешивается в работу Кейтлин над исцелением. Теперь давайте по порядку. Цикада ранит Нору. Если обращаться к расширенному промо, то мы видели с вами Нору, которая находится на кровати в медицинском отсеке Старлапс. Мы видим фиксатор у нее на шее. Способности Норы будут частично подавлены в связи с этим. Как и описано в синопсисе, ее способность регенерации, которая передалась ей от отца по наследству, будет неактивна. Поэтому, полагаю, ее окончательное выздоровление займет достаточно длительный срок и, возможно, даже не один эпизод. Так как Барри на данный момент сильно привязался к дочери и действительно ценит каждый момент, проведенный с Норой. Из-за сильных ран XS мы впервые увидим совсем новую версию Флэша. Барри возьмет на себя роль разъяренного отца. Об этом свидетельствует фрагмент, показанный в расширенном промо. Драка Флэша и Цикады в Джиттерс. Думаю, ничего серьезного из этого сражения не выйдет, ибо даже ребенку понятно, что Цикада все-таки по силам превосходит Барри, да и любого члена команды Флэша. И существенно бой между героем и злодеем будет носить только эмоциональный характер. Формулировка в синопсисе, которая относится к Кейтлин и Киллер Фрост, выглядит немного непонятной, но мы знаем, что в 10-м эпизоде Сноу и Рамон начнут работу над сывороткой, способной исцелить Томаса. Если брать в расчет, что природа сил конкретно Сноу и других металюдей разная, давай потанцуем, сверчок недоделок. То думаю, что лекарство станет работать только на Кейт и Томасе. Как именно Фрост вмешается в разработку, непонятно. Думаю, все-таки поможет, а не навредит. Привет, незнакомка. Привет. Нам о многом надо поговорить. Синопсис к 12-му эпизоду выглядит немного интереснее в плане того, что указывает на то, что в промо-роликах, которые выходили во время зимнего перерыва, были кадры не только из 10-го эпизода, но и из 11-го и даже 12-го. Сам эпизод называется «Памятные вещи». Барри и Айрис погружаются в воспоминания Норы, когда Шерлок хочет использовать прибор для воспоминаний на Барри и Норе, чтобы получить доступ к памяти Грейс. Нора нервничает, боясь, что ее родители узнают тайну, которую она от них скрывает. Нора втайне решает воспользоваться прибором, что приводит к катастрофе. После того, как она оказывается заключена в голове Грейс, Барри и Айрис отправляются вслед за дочерью, и Айрис в шоке от того, что она обнаруживает. В это время Ральф вытаскивает Циску на вечеринку в город. Шерлок гениален. Данный персонаж определенно точно у большинства зрителей ассоциируется с Францией.
И, конечно, он должен обладать соответственной французам тактичностью. Символы из дневника Норы он точно переведет, но просто так рассказать Барри и Айрис, что он узнал, не решится. Напомню, с событий 4-го сезона у команды остался прибор, с помощью которого Барри погружался в голову мыслителя. Условно говоря, его переделают для доступа к памяти девочки, которая выйдет из комы, и, судя по всему, потеряет некоторые фрагменты своей памяти. Но непонятно, каким образом сюда вписываются Барри и Нора. Думаю, план Шерлока немного интереснее. Он хочет, чтобы Барри сам увидел воспоминания Норы, но та попробует помешать этому и, скорее всего, приблизит неизбежное. И действительно, кадров из музея Флэша достаточно много, и все они, похоже, разворачиваются в голове у Грейс Гиббонс, в сознании которой и застрянет Нора. Крысиный ублюдок! Хватит. Крысиный Прекрати. ублюдок! Крысиный Послушай меня. ублюдок! Возможно, девочка из комы даже не выйдет, но это не помешает нашей команде проникнуть в ее голову. Хотя достаточно интересно, что они могут там искать. Думаю, Айрис увидит то, от чего будет не в восторге. Что-то связанное с собой в будущем. Ребята, что за херня? Честно говоря, это выглядит крайне запутанно и сложно. Не думаю, что следовало так сильно заморачиваться, но с другой стороны, если Барри и Айрис будут уязвимы в сознании Грейс, то будет весьма интересно посмотреть, как они будут противостоять манекену в костюме обратного Флэша. Одно можно сказать точно: в 12-м эпизоде родители узнают секрет Норы, о котором она будет стараться молчать и бояться, что о нем узнают. Хотя, с другой стороны, что нас не убивает, делает нас сильнее, и рано или поздно данный секрет о связи Норы с обратным Флэшем всплыть все равно должен. Также еще на Комик-Коне нам обещали очень крепкие дружеские отношения между Ральфом и Циско, и, похоже, первый полноценный росток к этому будет сделан в 12-м эпизоде. На этом, друзья, пожалуй, все. Делитесь своим мнением о синопсисе к эпизоду. Как вам кажется, какой из эпизодов будет интереснее, а какой будет насыщеннее на события? А если вам понравился мой ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А меня зовут Эстрелос, и всем пока!